Всем привет! Весна, 25 марта, новости прошедшей недели. Снова Экспо в Осаке. На этот раз Mitsubishi завершила строительство своего павильона. Он станет первым, который увидит посетители выставки. Главный принцип проекта павильона — это использование временных материалов, таких же, которые применяются на стройках, экологичность, минимальное воздействие на участок застройки. Все остальные конструкции соединены болтами с минимальным использованием сварки, что позволит быстро разобрать павильон после окончания выставки. В самом проекте 2 надземных и 1 подземный уровень, а вход оформлен как эллиптическое углубление. Кстати, интересно посмотреть, какие национальные павильоны будут представлены на Экспо. Конечно, самое интересное, по рендерам из того, что представлено, это павильон Швейцарии от Мануэль Герц. Из легко разбираемых материалов, такие полупрозрачные сферы, обвитые растениями. Конструкция сфер будет использована повторно, а облицовка для мебели. Павильон Бахрейна от ливанского архитектора Лина Готми. Это та, которая, возможно, будет проектировать новую галерею для музея Кистефос в Норвегии. Здесь отсылка к морю и деревянным кораблям, что будет прославлять морскую и портовую историю страны. Как по мне, учитывая, что это еще и легко разбираемая конструкция, выглядит как строительные леса, хотя достаточно симпатично. Саудовская Аравия от Фостер и партнеры. Павильон Катара от Кенга Кумы. Павильон для Лондона. С воды вид выглядит посимпатичнее, хотя в итоге, как окажется, будет известно позже. Павильон США. Я не знаю даже, как здесь комментировать, хотя вот такой вид выглядит симпатично. Такая панорама, что ли, Нью-Йорка на набережной. Сингапур от сингапурской студии ДП. Кувейт от студии Лава. Павильон Нидерланд от голландской студии Рау. Здесь, кстати, отчетливо виден фрагмент самой большой деревянной конструкции в мире от Соу Фудзимото. Австралия от австралийской студии. Франция, Италия, Япония. И другие проекты. Всего будет 170 стран-участниц, у каждого по своему павильону. Больше примечательно, что павильоны, которые представляют культуру, идентичность страны, для западных стран проектируют западные архитекторы, а для стран глобального юга проектируют, опять же, в основном западные, плюс Япония, Сингапур. Глобализация и архитектура. Зависимость глобального юга от запада. Исторически это сложилось так. В середине 20 века южные страны приглашали западных архитекторов для создания национальной архитектурной идентичности, например, Вальтер Гропиус в Ираке или Ле Корбюзье в Аргентине. Но многие местные архитекторы становились лишь помощниками, а не лидерами в этих проектах. Сейчас же, например, Вьетнам активно привлекает западное бюро для разработки генеральных планов города. Офисы, такие как Фостер и партнеры, ОМА, Генслер, СОМ активно работают в южных странах, что поднимает вопрос об архитектурной независимости. Здесь также играют роль и экономические причины, так как развитые рынки стагнируют, а развивающиеся страны становятся новой ареной для архитектурных звезд. Какие проблемы возникают из этого? Проблема зависимости. Если иностранные архитекторы доминируют в разработке знаковых проектов, это снижает роль местных специалистов. Проекты могут терять связь с культурным контекстом и быть ориентированным на западные тренды. Хотя некоторые страны, например, Бразилия, смогли создать свою архитектурную школу, например, Оскар Немейер или Лусио Коста, избежав чрезмерного влияния Запада. Для будущей архитектурной индустрии на юге, как выход из ситуации, может быть гибридная модель. К примеру, сотрудничество международных и локальных бюро для передачи знаний и технологий. Но все равно остается вопрос, нужны ли иностранные архитекторы для прогресса или это следствие исторического неравенства. В общем, нужен баланс между глобализацией и национальной архитектурной идентичностью. Статья «Почему японская архитектура больше не на передовой мировой сцене». Исторически японская архитектура пережила несколько фаз борьбы. Первое поколение метаболистов стремилось создать архитектуру, адаптирующуюся к изменениям. В итоге их идеи свелись к удалению или добавлению модулей, как в знаменитой башне Накагин.
которую снесли 3 года назад, в 22-м. Второе поколение — это самураи. Пошло в другую сторону, создавая архитектуру, противопоставленную хаосу капиталистического города. Сегодня же архитектура стала полем интерактивного общения, где архитектор не предлагает радикальные идеи, а просто прислушивается к жителям и адаптирует их пожелания, что приводит к компромиссным, а значит невыразительным решениям. Однако ключевым фактором успеха японской архитектуры была именно борьба. Первые боролись за восстановление страны после войны, вторые против застоя. Авторы указывают, что это проблема не только архитектуры, но и всей мировой культуры. Желание избежать конфликта, страсть к политкорректности, отказ от навязывания видения ведут к потере остроты мысли и радикальности искусства. Они критикуют архитекторов, которые не предлагают новых идей, а их проекты теряют уникальность. Интересный иллюстрированный путеводитель по архитектуре. Иллюстрированный путеводитель по архитектуре Кензо Танге и Арата Исудзаки, созданный художником и писателем Хиро Миядзавой. Книга предлагает свежий взгляд на творчество двух мастеров японской архитектуры через призму их отношений учитель-ученик. Танге — икона модернизма, известный своими масштабными проектами. Исудзаки же, начавший свою карьеру в лаборатории Танге, впоследствии стал флагманом постмодернизма и экспериментатором с формой. В книге проекты Танге и Исудзаки представлены в контексте их эволюции и через графические интерпретации, которые позволяют анализировать элементы здания, менять фасады и выявлять скрытые параллели между архитектурными решениями двух мастеров. Автор подчеркивает, что настоящая ценность здания раскрывается через посещение, а не только через изучение чертежей и фотографий. В порту Роттердама открылся новый выставочный центр по проекту МВРДВ. Здание — это своеобразный маяк, стек из 5 смещенных кубических объемов, каждый из которых ориентирован на разные виды. Начиная с вида на природные ландшафты до ночного порта, конечно же, панорамы закатов. Внутри 22-метровый атриум с кинетической скульптурой. Подчеркивается открытость проекта. Снаружи красная лестница как символ связи, ведущая на доступную всем крышу, смотровую площадку. Порт Лантис построен по принципам циркулярной экономики. Демонтируемая конструкция позволяет повторное использование материалов, минимальное вмешательство в почву, фундамент не использует бетонные сваи, локальная генерация энергии на 30% больше, чем здание потребляет за счет ветрогенератора. Порт Лантис как машина для рассказов. Проект отражает стратегию студии, в которой архитектура становится сценой взаимодействия. Я посмотрел фильм «Big Time» режиссера Каспера Шрёдера про жизнь и работу датского архитектора Бьярке Ингельса. Особенно было интересно смотреть этот фильм после просмотра нашумевшего «Бруталиста». Там тоже рассказывается в нескольких годах про жизнь Бьярке. Правда, представлено больше проектов, рассказываются ключевые проекты студии. Рейтинг фильма 5,5 и 6,5 из 10. Ну, как фильм, да, это примерно такой у него будет оценка. Но если смотреть это как такой видеоблог, причем архитектора, то есть если заливать на YouTube-канал, смотреть как такое очередное полуторачасовое видео от какого-то известного блогера, то очень даже пристойно. В любом случае, я рекомендую. Интересно посмотреть на то, как работают архитекторы, какие мысли. Самое интересное — это то, что там представлен именно человек. То есть это архитектор не как что-то, нечто непостижимое, а такой же человек, который проектирует, который может, там, какие-то у него проекты не совершаются, он даже не рассчитывает на это, но все равно старается. У него есть своя личная жизнь, семья, жена, переживания, выгорание, также проблемы со здоровьем. Рассказывается ход его мыслей о проектах. В общем, я рекомендую фильм. Ключевые моменты на английском, какие-то есть фрагменты на датском, конечно же, такая интеграция в датскую среду, датского архитектора. И самое главное, фильм средней продолжительности, биография, 1,5 часа, но смотрится прям вообще очень налегке, быстрый темп и прям ощущается такой драйв, вот именно big time. Большое время, большие проекты, быстро, интенсивно, интересно. Посмотреть налегке, поразмышлять, я думаю, стоит. The greatest thing about being an architect is to build buildings. There is nothing more amazing than building buildings. Like, it's that you conceive
of something. You try to imagine what kind of a city it is that you would want to live in, what kind of a world it is you want to live in, and then you build it brick by brick. Как архитектура влияет на наше здоровье. Исследование показывает влияние городских пространств на психику. Психолог Сахир Сурури критикует современных архитекторов за игнорирование общественных предпочтений и призывает вернуть традиционную застройку. Профессор университета Осло Хауге исследовала влияние архитектуры на благополучие людей, особенно уязвимых групп. Доказывает, что природные и уютные пространства способствуют благополучию. Подтверждает, что красивая среда повышает уровень счастья, а монотонная архитектура повышает уровень стресса. А исследование Снагетта показало, что дети лучше себя чувствуют в естественной среде. Также в Норвежском университете бионаук было проведено исследование с VR, которые доказали, что люди себя чувствуют лучше в традиционных городских кварталах. В Амстердаме исследование с помощью трекинга глаз доказало, внимание людей привлекает больше оживленные улицы, а не высотная застройка. Будущее городов связано с технологиями, но, как считает Рамзи Хасан, искусственный интеллект должен быть инструментом, а не заменой человеческого подхода. Вопрос, насколько архитекторы будут учитывать эти исследования, остается открытым. Помните тот вариант цирка, который представили на обозрение общественности на проспекте Вернадского? В итоге все проекты и этот колхозный вариант перенесли на другое место, примерно как в SimCity. Перенесли, просто не изменяя ничего, ни тэпов, ни планов. Нашли подходящую площадку, ну и там оставили. А для проспекта Вернадского готовится новый вариант. Уже более продуманный, архитектурно поприятнее, несмотря на то, что будет снесено историческое архитектурное здание. Мне тут попалось видео, что было бы, если Заха Хадид работала в группе компании Пик. Там нейросеть скомпилировала стиль Пика и Захи Хадид. В реальности это будет выглядеть как-то так, на примере планов преобразования бывшей дизельной станции в Бристоле. В случае одобрения проект будет включать в себя ритейл, офисные здания, 520 домов, 40% из которых будет для социального жилья под аренду. Есть еще более ранний вариант этого проекта 2018 года. Выглядит не так симпатично, но больше похоже на стиль Захи Хадид. Еще может быть это вот такой вариант, например, двух башен высотой 185 и 150 метров. Также этот проект подвергся критике. Люди выступают против строительства столь высоких зданий и сноса автобусной станции для освобождения места под частную застройку. Сколько времени уходит на согласование проектов? Хорошо, если один раз был сделан проект, выложен и забыт, и потом к нему возвращаешься через 10 лет. Другое дело, если с проектом нужно каждый раз выходить на совет, согласовывать, потом дальше его проектировать, разрабатывать тэпы. Конечно, это самое неприятное и демотивирующее в таких проектах. Проект штаб-квартиры лесного хозяйства в Чехии станет крупнейшим деревянным зданием в Чехии. Состоит из 5 модулей, соединенных центральным холлом. Органично вписывается в лесной ландшафт. Внутри открытые рабочие зоны, мастерские и зеленые дворы. Основной материал – дерево, что подчеркивает приверженность к экологии и локальному производству. Проект также призван продвигать изменения в законодательстве, которые ограничивают деревянное строительство. Использование SLT-панелей – это те, которые используются для строительства деревянных небоскребов. Использование зеленых кровель и водосбора. В Южной Корее всерьез задумываются о развитии деревянного строительства. Национальный архитектурный комитет представили прогноз, что если 5% всей застройки страны перевести на древесину, это принесет экономический эффект примерно в 9 миллиардов долларов США. Речь о высотном строительстве. Примеры успешных проектов — это 11-этажный сейсмоустойчивый деревянный небоскреб в Японии, эталонный 85-метровый небоскреб в Норвегии и новейший рекордсмен 86-метровый небоскреб в США. Корейские законы пока недостаточно адаптированы для деревянного строительства. Требуется разработка документации и повышение стандартов. При грамотной политике деревянное строительство может быть экономически выгодным и повлиять на устойчивое развитие города. В
Сеуле с 1 сентября по 31 октября пройдет Сеульская биеннале под кураторством британского архитектора Томаса Хизервика. Его известные проекты: конструкция смотровой площадки в Нью-Йорке, здание финансового центра в Шанхае и знаменитый улей в Сингапуре. Основной акцент выставки — создание городов более радостных, вовлекающих и ориентированных на человека. Особенно важно эту выставку делает вовлечение не только профессионалов, но и граждан. Это означает, что проект ориентирован не только на профессионалов, но и на жителей. 10 команд, включающих разных специалистов, будут работать с сообществами. Интересно, что на выставке представлено два ключевых вопроса. Как здание влияет на эмоции людей и как это можно изменить для того, чтобы усилить ощущение связи с пространством. Эти вопросы показывают, что архитектура воспринимается не только как функциональный и эстетический объект, но и как эмоциональное переживание. Томас Хизервик уже не первый год продвигает человечную архитектуру и критикует архитекторов за безликие здания, заполонившие города. Его идеи особенно актуальны в Азии, где быстрый рост мегаполисов зачастую сопровождается с утратой локального характера среды. Недавно его бюро выиграло конкурс на преобразование острова в Сеуле в оживленный общественный парк многофункциональных городских пространств. На прошлой неделе я не стал добавлять этот проект в выпуск, но Вот такой проект реализовала южнокорейская студия ИЧ в Сеуле. Блестящий фасад без окон из гофрированной легкой стали. обертывает внешнюю лестницу, выходящую на дорогу, чтобы облагородить внешний вид здания. Сталь была выбрана из-за ограничения бюджета для приватности и создания яркого контраста с окружающими зданиями. И новая статья о том, как не всем понравился дизайн. Он выглядит неуместно. Жилище без окон. Конечно, были и менее негативные комментарии. На первый взгляд это выглядит ужасно, но если посмотреть на контекст, определенно плюс. Для меня больше похоже на то, как закрывают фасад заброшенного или реконструируемого здания от улицы. А как вам такой дизайн? Ну что ж, это пока все новости на этой неделе. Как видите, уже вечер, но нужно выпускать ролики с какой-то регулярностью. Пока решил оставить по одной новости на каждый ваш написанный комментарий в предыдущем видео. Всем спасибо за проявленный интерес. Увидимся в следующих новостях.